Представьте себе ситуацию. Вам надоела игровая библиотека. Скучно каждый день запускать одно и то же. Вы ищете новые развлечения в цифровых магазинах и на торрент-сайтах, просматриваете бесконечные списки игр, отсеиваете проекты по вкусам и требованиям. Это выматывает до такой степени, что руки опускаются. Знакомо? Меня эта проблема преследует постоянно. И недавно я нашел бриллиант. Грипп — это грубая гоночная аркада. В ней машины разгоняются до 700 км в час, ревут моторы и стреляют пушки. В гонке беспрерывно происходит что-то интересное. Над головой летают соперники, тоннели сменяются горами. Ты с трудом удерживаешь картину этого цирка в голове. И если едешь первым, готовься, что твою задницу взяли в прицел. Грипп великолепен. Я чувствую себя ребенком, который запустил свою первую игру. И не случайно. История разработки этой игры не про случайность. Она про конкретных людей и бескорыстные желания. В 99 году вышел Roll Cage. Игра об автомобилях-перевертышах с гигантскими колесами, мощным вооружением и сверхзвуковой скоростью. В гонке машины ездят по стенам, потолку и полу. Игрокам предстояло соревноваться в непривычных условиях. Roll Cage игралась в одиночном режиме, сплитскрине и сетевом матче. Сиквел Roll Cage вышел в нулевых годах и стал последней игрой серии с таким дизайном машин. Больше подобных игр не выходило вплоть до 2016 года. 16 лет – немалый срок для поджанра аркадных гонок. За все года не было выпущено ни одной игры, включающей 3 особенности Roll Cage: болиды-перевертыши, скорости под 700 км в час и вертикальные трассы. Почему эти 3 особенности? Причина в том, что гонки хотя бы с одной из перечисленных особенностей выходили и даже возымели успех. Какие-то больше, какие-то меньше. Trackmania совмещает в себе высокие скорости и сложные вертикальные трассы, но эта игра больше про память и трюки. В ней нет упора на гонки, на соревнования между игроками в реальном времени. Wipeout же можно назвать классической аркадной гонкой. Под этой франшизой я собираю все гонки на антигравах. В них есть экстремальные скорости и борьба на трассе, но нет механики перевертышей, а трассы не сильно уходят в вертикальность. Часто дизайн ограничивается парой срезов и ответвлениями от основного трека. О Roll Cage забыли и оставили пылиться на полке ретро-игр. С аркадными гонками сложно. Либо это популярный Need for Speed, Forza Horizon и Mario Kart, либо это нишевые игры без коммерческого успеха. У рынка не было запроса на Roll Cage 3, у него и на более популярные антигравы слабый запрос. Каждая игра из этого жанра имеет проблемы с финансированием, разработкой и востребованностью у игроков. И в 2016 году выходит Грипп. Но что было причиной? Главный программист Роб разрабатывал первый и второй Roll Cage, выпустил обновление, названное Roll Cage Extreme в 2014 году для поддержки новых платформ. Для него это значащая серия игр. В интервью, посвященному релизу новой игры, Роб вспоминает множество старых писем от довольных фанатов. Он упоминает Roll Cage намного чаще, чем Грипп. В какой-то момент Роб путает эти две игры. Мужик очень хотел сделать Roll Cage 3. Подобной идеей горел и Крис, основатель студии Caged Element, и он пригласил Роба на позицию ведущего программиста. Роб и Крис в каждом интервью говорили о ностальгии, о том, как было бы здорово воплотить классические идеи в новой форме на современном движке, с крутой графикой, физикой и свежим геймплеем. Они понимали, на что идут. Кампания на Kickstarter провалилась. Игра была выпущена в ранний доступ в Steam, она получила несколько крупных обновлений и дошла до релиза. Получилось ли у них выпустить качественную и увлекательную игру? Определенно да. Роб хотел не просто новый Roll Cage, а аркадную гонку с натуральным ощущением машин. В его представлении машины должны управляться как тяжелые танки, несущиеся со скоростью самолета. И у него получилось реализовать эту физику приятной для игры. Машины тяжелые, но управляемые, летают и крутятся в полете.
Игра соблюдает баланс между реализмом и аркадой. Ускорение, торможение, подвеска и камера передают вес машины. На старте и поворотах ее тянет, неровности трассы считываются колесами, контроль в диких местах немного теряется, но игрок всегда может направлять своего четырехколесного монстра. Реализовать идею с переворачиванием и вертикальной ездой получается игровыми условностями. В реальном мире такие машины не могли бы разогнаться из-за трения и массы. Об отрыве от земли забудьте. Но в игре машины прыгают и приземляются легко и без сопротивления, а на максимальной скорости чувство веса исчезает. Квадратный ни разу не аэродинамичный болид становится самолетом или ракетой. Дизайны машин отличаются у каждого производителя. Ретро-футуризм, хай-тек, мид-тек, лоу-тек, милитари стилпанк, DeLorean и одна китайская интеграция. Кастомизация затягивает на часы. Выбор цвета, паттернов и ливреев добавляет гонщикам индивидуальности. Можно создать строгие и сдержанные образы, а можно немного повеселиться и добавить машине насыщенности и яркости. В игре много объемных и детализированных скинов для колес. Они большие и всегда занимают половину экрана. И я считаю, что не так важен окрас машины, как визуал колес. Есть в этом эстетика. Всем машинам добавили характеристики, но для новичка они не играют роли. В период раннего доступа Роб пробовал проработанную физику машин. Игрокам такой подход не понравился, машины стали слишком реалистичными. Разработчикам пришлось пойти на компромисс и оставить характеристики одинаковыми по ощущениям. Кажется, что игра потеряла глубины, но это не так. Крис, гейм-директор, в интервью много рассказывал о дизайне трасс. Задача стояла погрузить игрока в футуристичный гоночный мир. Правило одно – качество важнее количества. Какой смысл создавать пустые безыдейные карты, если игрок их не запомнит и не вдохновится? В игре 28 трасс, распределенных по 4 планетам. В ней нет открытого мира, но разработчикам удалось передать настроение всех локаций. Планеты объединяют карты по общей стилистике. Тропические, пустынные, арктические и городские. Пляжи, леса, дюны, огненные пустыни, электростанции, заводы, каньоны, улицы, небоскребы и есть даже трассы в космосе. Главное отличие от других аркадных гонок – геометрия трасс. Маршрут один, но проездов по нему множество. Обычная картина, когда часть игроков едет по потолку, а другая заезжает в изолированный тоннель и возвращается в гонку на другом участке трассы. Я кайфую, когда залетаю в трубу и начинаю крутиться по спирали. Кажется, скоро улечу в космос. Это похоже на транс. Разгон, поворот, поворот, прыжок, взлет, тормоз, снова поворот. Заезжаешь в трубу, спираль не заканчивается, и только ты подумал об этом, как возвращаешься в прежний бешеный темп. Камера работает всю гонку. Каждый поворот, каждое приземление и столкновение чувствуется приятно в меру. Она дополняет ощущение от езды. Камера плавная и отзывчивая, не перекручивается, не дергается и не трясется больше нужного. В игру добавили 5 режимов гонки. Я выделю 2. Король дороги и максимальная гонка. В первый игрок пользуется только ускорителями, а во второй раскрывается весь потенциал грип. Грип – скиллозависимая игра. Игрок может хаотично долбить по кнопкам, но результат будет плохим. Его обгонят, его подстрелят, и он взорвет себя своей же ракетой. Каждая тачка поднимает способности из сфер. Сферы раскиданы по всей трассе и делятся на помогающие и атакующие. Подгадать хороший момент для применения щита, ускорения и варпа может и новичок. Глубины в этих способностях нет. С оружием все иначе. На первых часах игры ракеты выглядят круче пулемета, а рой кажется бесполезным. И на прямой трассе такая логика работала бы, но грип — игра про вертикальность, про повороты, обрывы и развилки. Попробуйте шмальнуть ракетой на изгибе, у вас не получится. Это же изгиб. Ракета не успеет повернуть и столкнется с землей перед носом машины. Вы улетите в бездну. Все оружие в игре требует осознанного применения. Пулемет эффективен на прямых, рой в поворотах и трубах, луч в толпе. Но и это еще не все. Все способности прокачиваются до 2 уровня. Открытие я это сделал случайно, зажал клавишу стрельбы и не отпускал, пока думал, кого же выстрелить. Механика улучшения способности дала игре 2 дыхание. С ней игрок нажимает на кнопки чаще. А раз он нажимает кнопки чаще, то и действий. Ситуация на трассе становится в разы больше. Игрок понимает,
Недостаточно хорошо рулить и разбираться в пушках. Все это умеют. Может, игра подошла к своему пределу? В других играх есть планка мастерства, выше которой не прыгнуть. Мы понимаем это и принимаем. И грипп не исключение, скажу я. Но позже. Стать быстрее можно. Мы знаем трассы, мы умеем пользоваться оружием, и две оставшиеся механики сделают из нас профессионального гонщика. Недостаточно правильно входить в повороты и выбирать развилку покороче. На трассе лежат напольные бустеры. Они не привлекают к себе внимания. Бустеры часто расположены в неудобных и сложных местах. Игрок не рискнет ради небольшого ускорения. Ошибка стоит дорого. Я его понимаю. Выгоднее держаться ровно и не делать лишних трюков, если цель — приехать вторым. Бустер дает ускорение. Один не решает ничего. Но профессиональный игрок собирает все напольные бустеры за круг и вырывается на 2 километра вперед. Его отрыв будет увеличиваться с каждым кругом. Такой гонщик выбирает неудобные маршруты, проезжает сложнейшие участки трассы и контролирует свою машину. Он умеет тормозить, поворачивать и прыгать. Прыжок — это вторая игровая механика мастера. Дизайнеры расположили бустеры в неочевидных местах. Участки трассы с ускорением короткие и внезапные. Игрок попадет на них только с прыжком. Определить уровень гонщика можно по тому, где он едет. И лучше всего навыки раскрываются в мультиплеере. В грипп можно играть с друзьями и случайными соперниками, на одном экране или по сети. Она подходит для игры на посиделках благодаря низкому порогу вхождения. Дайте геймпад или клавиатуру другу, и он сразу разберется, как ехать вперед. Поворачивать на некоторых трассах не обязательно. Первые 5 часов казалось, что грипп — простая и поверхностная гонка с красивой графикой и окружением. Игра против людей меня не интересовала. Я ошибался. Причина моего заблуждения в том, как я играл. Тогда мое вождение не отличалось от Need for Speed или Ballistic NG. Поворачивай и тормози. Представьте, вы скачиваете Rocket League и водите мячом как FIFA. Никто не запретит вам такую игру, но противники всегда будут побеждать. Так же и в грипп. В нее играют иначе. Мое вождение изменилось, когда я начал ездить по-грипповски. Тактика в гонке стала другой. Цели и приоритеты изменились с ехать первым и аккуратно на охотиться за соперниками и атаковать. Грипп — это гонки без правил. Приспосабливайся и адаптируйся. Здесь нет чести. Соперники разорвут тебя на части, только покажи им слабину. Это гонки гадюк. Я считаю максимальную гонку самым интересным режимом. Именно в нем раскрывается вся глубина мультиплеера. Первое место на трассе не принесет победы на финише. В максимальной гонке нужно соблюдать баланс между битвой и гонкой. Если ты вырвался вперед, то дай по тормозам. Если ты отстал, врубай ускорение и стреляй всеми стволами. Не дай противникам получить очки за твой счет. Прыгай, уворачивайся. Зарабатывай баллы любыми способами. Музыка долбит. Больше всего мне запомнились треки от Full Contact. Ритмичные, динамичные, быстрые биты, звуки скорости, падения и взлеты, тяжесть басов. Музыка описывает все события в гонке, а большего и не нужно. Игра сделана на Unreal Engine и запустится с высокими настройками графики на слабых ПК. Поддерживает VR-шлем. Моя видеокарта 1050 от ноутбука нагревается до 80 градусов. Но знаете, на высокой скорости перед машиной нагревается воздух, и раскаленные кнопки погружают меня сильнее. Я советую грипп всем, кто хочет весело провести время с друзьями или покататься в одиночку на интересных, необычных трассах. Скачивайте ее в Steam, пока она по скидке, это очень дешево. Ну или же найдите ее на торрент-сайтах. Я рад, что вы посмотрели это видео. История создания грипп получилась такой душевной, уютной. Пишите, что вы думаете про эту игру, про похожие игры. А также не забудьте присоединиться в Discord. Там я устраиваю сходки и мероприятия. Вы можете задать тему для следующего видео, поделиться своими мыслями напрямую и весело провести время за играми.